Сейчас весь YouTube будет завален душными обзорами со стелс-прохождением кор-центра. Будто кто-то в здравом уме будет пытаться это фармить чаще, чем раз в неделю. Вход дорогущий, награда около нуля. Так что многие уже разочаровались и забудут про эту обнову через пару недель. Если вам прям жизненно необходим правильный, скучный стелс, загляните по ссылке в описании. Там лежит мой прошлый видос, где я подробно разбираю новую экономику от разработчиков и как раз на фоне по-тихому незаметно прохожу это ограбление. Но здесь и сейчас я покажу вам, как реально быстро пройти ограбление кор-центра. Особенно если вам стало невыносимо скучно прямо посреди миссии, как это случилось со мной вчера. Какой к черту стелс, когда у нас есть тампа с пулеметами? Нам должно быть весело. Я думаю, тут даже не так важна скорость прохождения, как хочется тупо проверить жесткий штурм. Чувачки из Rockstar явно сидели и потели, придумывая этот стелс, чтобы игроки лезли из кожи вон. Эти кривые анимации прыжков через лазеры, их даже не просчитаешь нормально. Если ты не лютый киберспортсмен, надо прям сидеть и долбить. И вот заходишь на YouTube, а там все крупные каналы на серьезных щах пытаются этот стелс пройти. Показывают свой скилл, чтобы доказать, что тут можно заработать, забирая в итоге какие-то жалкие копейки после невероятно потного прохождения. А зрители просто слепо за ними повторяют всю эту духоту. Срываются, полчата в телеге у меня кричат, что удаляют GTA. Самое забавное, что эти же ютуберы потом рекламируют сомнительные услуги, от которых аккаунты отлетают в бан целыми волнами. Так как неопытный новичок сразу заказывает буст на единственный основной аккаунт и теряет его. Или есть еще чувачки, типа, я не знаю, не хочу ни в коем случае кого-то обидеть, но вчера под видео писали мне и угорали, что я прохожу контракт Дре целых 1,5 часа. Ребят, я его не прохожу, я его пару раз прошел 100 лет назад. Статистически он проходится за 1,5 часа в среднем. Если вы сидите и долбите нон-стопом контракт, не отходя даже воды попить и в туалет, чтобы просто показать какую-то цифру. Ну ладно, кто вам мешает? Самое угарное, чувачки в комментах пишут: «Ага, ты проходишь за 90 минут, а я за 70». Ребята, да какая разница? Я вам концептуально в прошлом видео разложил всю экономику. Разница в 20 минут даст вам, лишнюю 100 тысяч в час. Кому это надо, биться в потных конвульсиях ради таких копеек? Соберитесь. Разработчики уже 2 года закручивают гайки по доходам на соло-ограблениях, чтобы выкрутить вам руки и заставить донатить. А вы на полном серьезе устраиваете спидраны миссий, которые тошнит проходить чаще раза в год. Ну или вы надеетесь на накрутчиков всяких и уничтожаете свои основные аккаунты, которые уже как родные вам. Как один тип у нас в чате сначала пишет: «Да никого не банят», а через пару сообщений уже выдает: «Ну да, у меня так 4 аккаунта отлетело». Гениально. Короче, чувачки, мне кажется, что вы слишком много паритесь о всякой фигне. Во-первых, если вы уже видели мое прошлое видео, то в нем я назвал 2 самых крутых ограбления в соло, на которых можно хорошо, быстро и интересно заработать. Но если кто-то смотрит это видео из тех, кто на мой канал пришел еще в первых десятках подписчиков, то вы знаете, что я уже называл еще в очень давнем своем видео лучшие активности для фарма. Да, это Клакен и агентство, именно как ограбление. И они стали только лучше сейчас. Они получили реальный плюс при прохождении их раз в неделю и не такой сильный минус, как многие другие соло-ограбления. Поэтому для меня не происходит ничего нового. Тем более, что есть святое даже для Rockstar. И это, конечно же, фарм в открытой сессии. Если его урежут, все, чувачки, GTA больше не будет. Эти ребята на мусоровозах просто развалят все. Их боялись даже Rockstar, как говорится. И я вам тоже советую идти в фарм в открытой, если вы были лютым фармером всяких там периков. Я скоро, прям вот на днях, пока эта тема актуальна для игроков, сделаю видео, даже не видео, а как целый проект о том, как реально фармить в открытой сессии. У меня частично есть видео, но я соберу это как хаб, чтобы вы могли весь цикл посмотреть и сниму то, чего еще нет. Там такие связки, что даже Кайо на фоне будет выглядеть полным отстоем, даже до урезания. Чисто изи-бабки, пока вы тусите в открытой сессии. И знаете, ребята, логика криминального мира GTA работает так, что вы должны заработать нелегальные игровые деньги и вложить их в более-менее легальные игровые бизнесы. А чувачки делают ограбления, чтобы купить подлодку, и делать ограбления, чтобы делать ограбления.
Фарм ради фарма. Короче, Rockstar наконец-то прикрутили эту лавочку, но, конечно, еще не до конца. Остался глич с отключением интернета. Ну или софтом, когда это делают. Но это можно решить только если совсем уничтожить все эти ограбления. То есть это останется. А если вернуться к фарму в открытой, вот, чувачки, реально, смотрите, я в открытой, если играю, то в любой день, когда я играю, я заработаю там 1-2 миллиона, при этом там, час потрачу на фарм. Раскидать там груз, если я видос не записываю специально прям и не троллю гриферов. То есть, зачем вам больше? Что вы постоянно покупаете? Особняки, чтобы фармить кортс по 300 тысяч. Rockstar выпускают какой-то отстой, что его даже покупать не хочется. Зачем вам фармить миллионы? Типа 10-20 заработать прям за один день. Реально, купите вы весь этот новый контент в первый же день. Вот даже на этом примере. Сколько было шума. Сейчас летнее обновление, надо фармить, чтобы все купить. Там будет такое, что вообще. Как вам? Купили. Особняк сначала купили ради одной миссии с Майклом, в которой даже бизнеса нет никакого. Теперь вот это. А вы потратили на это минимум 16 миллионов. И что дальше? Будете стоять и смотреть на него. Весь кайф GTA Online как раз в процессе. И сейчас этот процесс наконец-то сместился в правильное русло. Пока вы там страдаете с багами в корт-центре или отгрызаете провод интернета ради лишних копеек, другие игроки просто гоняют на тачках в открытой сессии или устраивают крутые PvP, ведь только в открытой сессии можно юзать все, что угодно и как угодно. Это же намного интереснее, чем просто гонять по заскриптованному ограблению, где вы уже выучили все так, что просто можно проходить с закрытыми глазами. Да и если фарм мы считаем в часах фарма, так как мы понимаем, что это отвратительно, и мы считаем, сколько времени нам надо мучиться, то фарм в открытой, в общем-то. И нет смысла считать даже, так как это весь неделимый, интересный игровой процесс, где игроки взаимодействуют и время проходит быстро. Так что, если кто-то хочет написать снова что-то типа «а я прохожу остров за 10 минут», то это скорее лучше скрыть от людей, ребята. Мне так кажется. У многих игроков фарм выглядит так. Ночной клуб фармит сам по себе. Бункер работает. Кислотная лаборатория – это тоже сейчас топ для пассивного дохода. Зашел, купил сырье, пошел кататься, воевать. Не знаю, у каждого свое удовольствие. Потом за 10 минут продал товар в полной сессии, и вот тебе бонус высокого спроса и легкие деньги. Напал кто-то? Отлично. Будет веселая доставка или прикольный файт. Многие до сих пор панически боятся открытых сессий. Ой, там гриферы, там этот опрессор МК2, меня взорвут. Чувачки, вы же можете просто перезайти в сессию, и у вас сохраняется груз, если даже не хотите заморачиваться и делать скрытую организацию, отстреливаться. Играть в открытой сессии – это фан. Немного адреналина при продаже груза, стычки с рандомами, PvP-ситуации – это же криминальный экшен в конце концов, а не унылый симулятор курьера или день сурка на одном и том же ограблении. Экономика игры изменилась не с этим обновлением, это просто добивание. Пора бы уже адаптироваться. Завязывайте с этим бесконечным фармом ради фарма.